каждого экспата наступает такой момент, когда человек заводит YouTube-канал. И да, у меня такой момент настал. Мои 10 друзей, которые посмотрят это видео, привет! Если вдруг это посмотрит случайный человек, то мне очень приятно. Меня зовут Маша, мне 23 года, и год назад я запланированно переехала за границу, в Испанию, в Мадрид, учиться по направлению маркетинг и диджитал-медиа. Сейчас я проживаю главу своей жизни под названием Берлин, находясь здесь уже где-то 3-й месяц, с небольшим перерывом на Москву, из которой очень не хотелось уезжать. И на следующей неделе, скорее всего, меня ждет новая глава жизни. Я переезжаю в Париж, чтобы наконец-то проходить стажировку по направлению тоже маркетинг, как и мое обучение. И да, мне теперь хочется немножко делиться своей жизнью, показывать это в таком видеоформате с какими-то обычными жизненными моментами, чтобы самой потом пересматривать, видеть прогресс, надеюсь, как меняется моя жизнь, что вообще интересного происходит, каких людей я встречаю и в каких местах я бываю. Поэтому да, такое вот интро получилось. И, наверное, теперь мне нужно показывать look of the day. В общем, сегодня look of the day вот такой. Белый топ, черные шорты, если видно, и голубая рубашка, папина, любимая. Раньше я, наверное, так оделась бы в клуб, без рубашки. А теперь я так ношу вещи в обычной жизни, потому что абсолютно все мои вещи в стирке. В Берлине уже где-то неделю плюс 30. Я думала, что будет холодно, я буду пить там, не знаю, pumpkin spice latte, сидеть в свитерах. Нет, я ношу летние вещи для клуба на улицу. Мне кажется, я достаточно оберлинилась, если я ношу сланцы с носками. Здесь так люди ходят на улице. Правда, они носят биркинштоки. У меня такая версия более бомжатская, но я считаю, что это стиль. Взяла bubble tea. Очень вкусно. Восторг. А еще самое забавное, за 2 месяца не понимала, почему около моего дома толпы туристов. Пока сама не сходила на эту экскурсию, и мне оказалось то, что вот в этом внутреннем дворе, в моем внутреннем дворе, сожгли Гитлера. И еще одно такое очень важное историческое место, рядом с которым я живу, то есть вон там вот мой дом, и здесь как раз находится, это вот эти вот тумбы, это памятник Холокосту. И на самом деле самое такое впечатлившая меня культурная часть Берлина, потому что там, когда находишься, и если особенно почитать замысел артиста, который делал это все, становится прям очень не по себе, и мурашки по коже. И смысл в том, что когда ты один идешь вдоль этих тумб, ты чувствуешь себя в очень замкнутом помещении, ты чувствуешь какое-то давление, и ширина прохода сделана именно так, чтобы ты мог идти там только один, то есть 2 человека вместе там не пройдут. И ты в каком-то бесконечном лабиринте, и на самом деле очень давит. И я никогда не понимала, почему люди вот просто сидят там, и почему по этим тумбам скочат дети. Это как-то очень странно. У меня иногда очень много вопросов к Берлину, например, вот такие вот полки просто посреди улицы. И как бы, просто идешь, и здесь вещи лежат. Я наконец-то вернулась уже домой, ближе к дому, с покупками. Обзор, разумеется, будет дома. Быстрый обзор покупок. Хлеб, дыня, молоко, вода. Я считаю, что это самое важное. На этом, в принципе, можно заканчивать. И уже следующий день, доброе утро в 3:30 дня. Я наконец-то закончила заниматься дипломом. И сейчас хочется выйти куда-нибудь погулять, наверное, какую-нибудь вкусную матчу взять по пути, потому что я, конечно, пытаюсь перестать пить кофеин, но матча — это что-то святое. Сегодня такой вот лук летний, потому что температура где-нибудь здесь, она сейчас появится или не появится, 25-26 градусов. И была найдена любимая майка из Lime, такая льняная рубашка из Uniqlo, сумка, разумеется, Uniqlo, и такая юбка, отжатая у подруги. И такой вот сегодня даже макияж присутствует. Прям было желание что-то нарисовать на лице. И так что в дорогу буду сегодня, наверное, рассказывать вообще, что я здесь забыла, почему у меня 1,5 недели в Берлине и что я делаю в этом городе. У меня вообще какая-то, наверное, очень интересная история, как я оказалась в Берлине.
Я запланированно переехала в Европу в 2022 году, осенью, получается, где-то год назад. И прожила очень счастливо, где-то 7-8 месяцев в Мадриде, в Испании. За это время я проехала просто полмира, посетила очень много новых стран, континентов, каких-то очень крутых мест. И заканчивая учебу, переезжала, в принципе, по учебе, магистратуру, и забыла. И последние 1,5 месяца моей учебы были в Берлине. Так, я перехожу улицу, надеюсь, меня никто не собьет. Были в Берлине. У меня изначально как-то не очень сложились отношения с Германией. Каждый раз, когда я сюда приезжала, случалось что-то очень странное. И я не чувствовала какой-то вот вайб страны, который бы мне подходил, который бы мне искренне нравился. То есть я очень скептически ехала в этот город, но по итогу я его как-то нереально полюбила, прониклась им. И уехав из Берлина 2,5 месяца назад в Москву, я вернулась сейчас сюда, как такое временное место моего европейского пребывания. Пока я жду свои документы, чтобы снова переехать. Короче, такая вот интересная история. И пока у меня есть где-то 1-1,5 недели абсолютно ничего не делания, ну, разумеется, кроме написания диплома, я решила вот каждый день выходить, гулять, изучать. Ну, просто нереально красиво. И да, наслаждаться архитектурой удивительно полюбившегося мне города. Прекрасный кадр матча на фоне мусорки. В общем, взяла себе матчу. Выглядит обычно, еще не пробовала. И зашла в какой-то район, который мне абсолютно не понравился. Оказалось, он какой-то фэнси, потому что там магазин Supreme и всякие ресейлы. В общем, что-то модное. У меня случился какой-то спонтанный шопинг. Жизнь занесла меня в H&M, который выглядит просто не как H&M. Я постараюсь там поснимать, но это вообще неистовая красота. Здесь еще внутренний двор и кофейня. И сейчас буду все мерить. Тут такие вот у меня, короче, рубашка с открытой спиной, какие-то более базовые вещи. У меня желание прям обновить гардероб на что-то такое осеннее, стильная и, наверное, более простые цвета. Первый вот такая вот рубашка, она мне реально как платье, хотя это размер S, то есть такой прям сильный оверсайз, но здесь самая прекрасная спина, не знаю, как это правильно показать, но, короче, вот такая, это просто любовь. Этот свитер я почему-то решила даже не мерить, потому что это простой черный свитер, и у меня таких было очень много. Я не чувствую прям явную любовь к нему, чтобы покупать его и с трудом потом запихивать в чемодан, чтобы снова переезжать, поэтому, наверное, это месс. И последний лот, такая серая зипка. Она очень тонкая, не знаю, насколько видно, но она такой флисовый материал, но очень-очень тонкая. Но у меня нет вообще ни одной зипки в гардеробе, тем более она с капюшоном. И мне давно нужна такая кофта. В принципе, даже когда в перелетах, мне хочется что-то, что я могу застегнуть, расстегнуть, с карманами, с капюшоном. А в худи мне иногда бывает жарко, либо без худи, наоборот, холодно. И это такой приятный вариант. И она такого очень классного графитового цвета, что, в принципе, неплохо. Ну и цена ей как бы 20 евро, по-моему. Я, наверное, точнее напишу здесь где-нибудь. Ну, в рублях примерно 2000 рублей, что прекрасно. И H&M хорошая база. Спонтанный шопинг переместился в Inata Stories. Мне как бы ничего не нужно, но мне нужно примерно все. Сейчас будет такая вырезка из обычной жизни. Вот так вот я выгляжу каждый день. Может показаться, что я плакала или вообще мне грустно, но нет, это мое лицо без косметики абсолютно каждый день. И это абсолютно нормально. И сейчас я могла бы очень классно рассказать, какая я крутая, как я круто отучилась на маркетинге, какой у меня хороший был бакалавр в экономике, но реальность остается реальностью. Курсы по Excel на YouTube, боже храни, Бархатова Виталия, и вот это вот все. Мне для работы нужен будет Excel, я его абсолютно не знаю. Если на вашем листе будет много
мешать, то ее можно скрыть с помощью вот этой маленькой стрелки. У меня реально произошел наконец-то момент германизации. Я иду в магазин сдавать тару. Здесь, короче, типа, когда сдаешь пластик и стекло, потом дают чек с кэшбэком, и на это можно покупать деньги. И здесь все, в принципе, даже бездомные живут с этого. То есть, когда идешь, например, по парку, стоят мусорки, и рядом с ними стоят пивные бутылки, которые потом бездомные собирают и сдают в переработку, получают деньги. Я иду сдавать бутылки Кока-Колы. И в магазинах это выглядит вот так вот такие вот автоматы. И сюда все кладешь и получаешь чек. И вот начисляется за одну бутылку 25 сантимов. И вот такой вот тотал получился, 2,50 евро. Вот здесь у меня сейчас выдаст чек. И с вот этим чеком потом пойду на кассу. И доброе утро. Кажется, поспать долго на моей улице никогда не получится. У меня очередной протест. Я не знаю, правда, из-за чего. Но выглядит очень интересно. Тест наконец-то закончился, поэтому сейчас собираемся в супермаркет покупать продукты. Хочу приготовить ежики или что-нибудь такое вкусное, домашнее. Ну и по итогу лук дня я надела белый лонгслив, серые джинсы и даже надела ботинки. Какое-то уже такое осеннее прям настроение. Красную сумочку, чтобы такие вот colorful details были. Серебряные аксессуары и самые обычные полароидные черные очки. И за покупками. Вот стоило выйти из дома, тут стоит просто машина моей мечты. И, видимо, сегодня я буду просто из окна на нее смотреть. В этот раз взяла молочный чай. И, разумеется, как всегда, здесь проходит экскурсия. Я в восторге от того, где я живу. И каждый раз я слушаю одну и ту же экскурсию на разных языках. Thank you. Have a good day. You too. Bye-bye. Тест-тест. Это очень вкусно. И очень сладко. Миллиард калорий просто. Не знаю, что с моей прической. Короче, сходила в супермаркет, купила продуктов на 30 евро. И в середине своей закупки я просто поняла, что мне отсюда уезжать через 3 дня. И мне нужно успеть это все съесть. И я как-то морально немножко не готова к тому, что мне снова переезжать куда-то через 3 дня. С 3 чемоданами, без постоянного места жительства. И теперь я буду приступать к приготовлению ежиков. Мне очень-очень хочется какой-нибудь домашней еды, поэтому у меня будет попытка приготовить ежики. И у меня будут такие нестандартные ежики, я еще положу грибы. Уже вечер, я в спортивной форме, приготовила ежики, убралась. Сейчас пойду бегать в соседний парк. Очень хочется позаниматься спортом перед ужином. И да, на этой ноте, наверное, буду заканчивать это видео. Если оно когда-нибудь выйдет, то я собой очень горжусь. Если вдруг оно вышло и вы его посмотрели, то делитесь мнением, оставляйте комментарии. Как истинный маркетолог призываю вас к действию. И да, спасибо большое. Пока-пока.